Удар украинской баллистикой по Москве, озвучены ужасные и неприемлемые для Кремля условия. Обратный отсчет, запущен ультиматум. Украина начала спецоперацию, тотальное уничтожение ПВО и авиации РФ, сильнейший удар по военной мощи. Прекращение огня, отвод войск и буферная зона. Москве предложили мирный план, его согласовали. Есть неожиданный ответ Кремля. Нападение на Россию, секретные документы с конкретными сроками. Кто и как. Россия уже официально анонсирует удары по Британии, пока в Германии находят очередной взрывной дрон. Это и многое другое к утру среды, 26 августа. Середина недели, а события и не думают притормаживать. В эфире «Нехта» для вас работает Степан Путила. Наконец-то хорошая новость, но с оговоркой. Зеленский официально подтвердил, Украина получила очередную небольшую партию ракет для систем Patriot. От кого именно, президент не уточнил. Если честно, еще немного зашло ракет Patriot. Сколько, не могу сказать, но немного. Нужно больше. Треба більше. Кроме того, Украина подтвердила поставку французских комплексов «Кроталь» с ракетами и получила американские AIM. Их используют для перехвата вражеских ракет как с истребителей F-16, так и с наземных систем. Все это критически важное оружие против российской баллистики и авиации. Вот только, как признает сам Зеленский, полученного пока категорически не хватает. Украина начала самую настоящую спецоперацию по уничтожению российской ПВО и авиации прямо у границ страны-агрессора. Только за одну ночь силы обороны уничтожили истребитель, вертолет, радары и элементы ПВО, отмечают аналитики Института изучения войны. Заодно под удар попал логистический центр «Озон». Атаки на маркетплейсы расползаются все шире. Параллельно украинская разведка вскрыла цепочку из 79 предприятий, что собирают для России истребители Су-35, перехватывающие украинские дроны и ракеты. Показательно, 22 из этих заводов до сих пор не под санкциями ни одной страны. А впереди у Украины козырь совсем другого масштаба — собственная баллистика, которую сейчас обсуждают все. Пока у ВСУ нет такого оружия, от «Искандеров» защищают лишь американские Patriot, но Farpoint обещает применить первую баллистическую ракету уже в сентябре. А к концу года начать испытание дальнобойной версии. Это уже не будет 1000 дронов, из которых долетело меньше 10. А это будет так, что из 2 запущенных ракет одна точно достигнет цели. Получается, у России скоро может не остаться безопасного тыла вовсе. Ни в воздухе, ни на земле, ни даже в собственной столице. 2027 год станет годом нашей баллистики. Баллистика на Москву в 2027 уже почти гарантирована. Спустя 4,5 года войны в Кремле вдруг вспомнили новую версию. Оказывается, Украина сама планировала напасть на Россию, причем 8 марта 2022 года, к Международному женскому дню. Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить. Документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года. Мы их опередили на 2 недели. Осталось только понять, почему эта сенсационная находка всплыла именно сейчас, спустя 4,5 года после начала превентивного удара. И 4 или позиции было. Цифры пострадавших там росли прямо на глазах. На строящемся Амурском газохимическом комплексе, одном из крупнейших в мире будущих заводов пластмасс, рвануло. Сначала говорили о 2 пострадавших, потом о 5. В итоге счет дошел до 87 раненых и 1 погибшего. По предварительным данным, взорвалась бочка с метанолом. Z-каналы писали о диверсии. Показательная деталь. Буквально за 2 недели до взрыва местные жители жаловались на сильный запах газа. А еще ранее на этой же стройке бастовали рабочие из Индии, которым 3 месяца не платили зарплат. Совместный российско-китайский проект стоимостью $11 миллиардов и без того уже 3 переносили. Теперь, похоже, придется сдвигать сроки снова. Немецкий детектив продолжается и становится все страшнее. Возле аэропорта Лейпциг-Галле нашли уже 2-й беспилотник с боевой взрывчаткой, почти 50 граммов гексогена, который чудом не сработал.
Следователи допускают, дронов было 3. Первый обнаружили в начале августа у борта украинского военно-транспортного самолета, через который идут поставки оружия Киеву. Его детонатор тоже отказал. А в соседнем поселке той же ночью кто-то взорвал устройство для управления беспилотником и антенну усиления сигнала. След, ведущий прямо к заказчику. Расследование идет по подозрению в терроризме. Версии 2. Россия или диверсия под чужим флагом. Канцлер Мерц дал понять, организаторов уже знают, но назовут только после подтверждения. И добавил жестко, случившееся не может остаться без последствий. Нападающие действуют все более безжалостно, допуская даже серьезный материальный ущерб, а также ранения и человеческие жертвы. Мы совместно с органами безопасности ведем интенсивную работу по этому вопросу и в ближайшее время представим наши выводы и прокомментируем их. Стоило Британии объявить, что поделится с Украиной технологией ракет Storm Shadow, и Кремль сразу заговорил языком угроз. Советник Путина Андрей Федоров заявил, британские заводы дронов могут столкнуться с атаками. На них может напасть не Россия, а неизвестные источники. Он прямо признал, Москва не исключает полувоенных действий против британской оборонки. Премьер Британии Бернам ответил коротко. А кто разжег весь этот огонь? Вот в чем вопрос, не так ли? Понятно, откуда нервы. Накануне Лондон подписал еще одно соглашение на доступ к украинской платформе боевых данных Avengers Labs, что каждый месяц засекает 70% всех вражеских целей. Британия становится первой страной в мире с доступом к этим данным. И это не пустая угроза. Россия уже начала волну атак на европейские оружейные заводы, вербуя для этого местных бандитов, о чем мы вам уже сообщали ранее. Хакеры выкрали и выложили в сеть секретный, но официальный документ Сбербанка, и в нем нашли приговор всей этой путинской войне. Аналитики банка честно оценили шанс на военное преимущество России всего 7%. Мотивация обороны традиционно выше мотивации нападения. Украина воюет за выживание, а не за территориальную экспансию. Самый вероятный исход — не победа, а замороженный конфликт с частичным снятием санкций. В документе прямо признают, до 35% систем ПВО потеряно, боеприпасов не хватает, проблемы с деньгами, армия теряет 20-25 тысяч человек ежемесячно. А сами банкиры называют лето-осень 26 года последним окном максимальной силы России. То есть все, дальше уже будет только хуже. Но у Путина по-прежнему все по плану. Только план трещит по швам. Дожили. Россия начала покупать бензин у страны НАТО. У тех, против кого, по сути, воюет. Танкер топлива из Турции, уже 5-я партия импортного горючего с июля. До этого выпрашивали у Индии, потом у Марокко, хотя единственный завод там закрылся 11 лет назад. А на фронте не лучше. Путин 15 раз переносил сроки взятия Донбасса и ни разу не успел. Сейчас под контролем почти 80% области, а в мае Россия вообще откатилась назад. Аналитики Института изучения войны уверены, Донбасс могут не взять никогда. Главное, безопасность самой России обеспечить, или как там в плане было. 5 августа Путин назвал главным приоритетом безопасность Белгородской области. А накануне стало известно, за неделю там от украинских атак пострадали 105 человек. Зеленский подтвердил, план прекращения войны готов и, по сути, согласован с США и Европой. Прекращение огня, отвод войск, буферная зона. В Россию даже прилетел представитель Ватикана. Правда, Москва делает вид, что вообще не в курсе. Замглавы МИД Рябков заявил, что о плане, который Киев передал Вашингтону, России ничего не известно. А в самом Совбезе ООН цирк. Постпред России Небензя на заседании, посвященном годовщине независимости Украины, пожаловался на пещерную русофобию и запрет мультика «Маша и медведь». Киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Украина парировала коротко и жестко. Те, кто сеет ветер, пожнет бурю. Единственный человек, ответственный за любой ущерб и за потери, это господин Путин, и только он. Но показательная и грустная деталь. Заявление с призывом к немедленному прекращению огня на том же заседании подписали 50 стран. США снова нет. Уже второй раз в этом году.
Еще пару недель назад она сидела в кабинете рядом с президентом. Теперь за решеткой. Бывшую заместительницу главы офиса Зеленского Ирину Мудрую отправили под арест на 60 суток. Выйти можно только под залог, почти в 400 тысяч евро. Следствие подозревает, она помогла легализовать больше 3 миллионов евро, чтобы вытащить из-под ареста другого коррупционера, экс-министра энергетики. А активов у самой Мудрой, по данным прокуратуры, может быть на 5 с лишним миллионов евро. В Госдуме внезапно заметили, что Человек-паук крутится в России нелегально. Причем заметили ровно после того, как он собрал больше колобка. Депутат Елена Дропека теперь требует подключить МВД и разобраться с кинотеатрами. Особенно смешно, что голливудские фильмы так показывают уже несколько лет. Но пока паук не обогнал отечественного колобка, незаконное предпринимательство почему-то никто особенно не замечал. Немецкий депутат решил показать свою близость к народу в буквальном смысле. Предложил провести свингер-вечеринку прямо в ратуше. Жюльен Ферра называет групповое совокупление высшей формой близости между властью и гражданами. Желающих нашлось уже около 50 человек, а такой туризм, по его расчетам, приносил бы городу миллионы евро в год. Власти в шоке и пытаются заблокировать анонс, но депутат не сдается, готов идти вплоть до Конституционного суда, отстаивать свои права. Не в первый раз, раньше он возил избирателей на нудистский курорт во Францию в качестве политического просвещения. А вот и духовный ответ на подобные вольности прямиком из РПЦ. Протоиерей Андрей Ткачев призвал россиян не сметь открывать рот на начальство и связал это прямо с библейской заповедью «Чти отца и мать». Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. По мнению священника, критиковать власть людей научил сатана, а правильное воспитание с детства избавило бы Россию от всех революций и бунтов в ее истории. Потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кого Бог поставил выше тебя. Такая вот духовность. Пока в Германии спорят, законна ли свобода до предела, в России учат бояться, молчать и уважать. В державе духовности и скреп все стабильно. Ну и все, слежка теперь и за каждым переводом. С 1 сентября Росфинмониторинг получает доступ ко всем платежам россиян через СБП, карты МИР и QR-коды. Официально борьба с отмыванием денег, а по факту государство видит буквально каждый рубль своих граждан. Разве что VPN и остается способом сохранить приватность и обойти ограничения. Если что, наш Next Step VPN. Подключайте по ссылкам внизу и подписывайтесь на Нехт. Настоящие новости от людей и для людей. Свободных людей. Спасибо, что были с нами.